Новые сведения о персональном номере. Здравствуйте. Это специальный выпуск по многочисленным вашим просьбам о персональном номере. Срок его оформления, как заявлено, истекает 5 ноября. Тем временем поток публикаций, подталкивающих граждан срочно оформить номер, не прекращается. К счастью, есть и материалы, которые предупреждают о рисках, связанных с цифровым удостоверением личности и персональным номером. Мы также услышим срочный призыв монаха отца Арсения Виаговтиса, доктора богословия, о сборе подписей против цифровой диктатуры. Отец Арсений обращается ко всем гражданам Греции и говорит об угрозах, которые появятся, когда завершат строительство того цифрового клетки, которую хотят нам навязать. Пока срок оформления персонального номера объявлен до 5 ноября, и мы ждем, действительно ли, как утверждает правительство, на следующий день номер будет присваиваться автоматически, а значит обязательно для всех. Между тем власти молча продлили срок действия старых голубых удостоверений личности с латинскими символами. Вместо 2026 года они действуют до сентября 2027 года. Большинство публикаций, которые запугивают и торопят людей оформить персональный номер, об этом не говорят. Почему это важно? Продление срока именно для старых удостоверений с латинскими символами косвенно означает и отсрочку по персональному номеру. Чтобы получить новую цифровую карту, предварительно требуют оформить персональный номер. Значит, тот, у кого есть старое голубое удостоверение с латиницей, не обязан сейчас получать новую цифровую карту, а следовательно и персональный номер. Среди множества публикаций, которые я увидел и которые пугают граждан, слоты заканчиваются, бегите оформлять. Мне повстречалась, к счастью, и одна, где честно названы риски новой карты и номера. Поскольку все наши данные, медицинские, налоговые и так далее, будут связаны с одним номером, то в случае взлома хакером все сведения окажутся в чужих руках, возможно, у какой-то компании, которая сможет их использовать любым образом без нашего ведома. Это упростит наблюдение и контроль за гражданами, ведь вся наша активность будет фиксироваться. Но другие публикации такого не признают, списывая все на теории. Теперь давайте послушаем срочное обращение отца Арсения, монаха и доктора богословия, который участвует в сборе подписей против цифрового тоталитаризма. У него есть послание ко всем грекам. Дорогие Танос, большое спасибище за возможность сказать несколько слов нашим друзьям, которые нас смотрят и слушают, о борьбе, которую мы начали против электронной диктатуры. Нам нужна помощь всех. Когда видишь приближающееся зло, нельзя сидеть сложа руки. Мы живем, и это не вчера началось, в условиях сокращения свобод. Наступает новая диктатура, электронная, цифровая, отличная от прежних. Понимая эту опасность, мы с единомышленниками создали всегреческое движение против цифрового тоталитаризма. Так мы назвали нашу инициативу примерно месяц назад. У нас есть сайт Exodus GR. На нем вы найдете множество материалов и аргументов против персонального номера, электронных удостоверений, против цифровой диктатуры, электронного тоталитаризма. Кто мы? Приведу состав руководящего комитета. Архимандрит Афанасий Анастасиу, прежний настоятель монастыря «Великие метеоры», отец Иоаннис Фотопулос из Агия Параскеви, Аттика, я, монах Арсений Виаговтис из монастыря святого Арсения, Халкидики, почетный вице-председатель Ареопага Георгий Апостолакис, Димитриус Хиотакакос, доктор информатики и телекоммуникаций, Хараламбис Андрелис, адвокат при Ареопаге, Фотиус Палас, филолог-преподаватель. На сайте вы найдете учредительную декларацию. Кроме нас 7, ее соподписали люди с известной православной и патриотической позицией. Высокопреосвященнейший митрополит Киркиры Нектарий, митрополит Китиры Серафим, митрополит Антиноиса Пантелеимон, и ожидаются новые подписи. Сейчас также присоединились настоятели монастырей Афона, Ксеропотаму, Дахиариу, Каракаллу, Кастамониту,
святого Павла, Кутлумушу, кельня Панагуда, келья святого Паисия с иеромонахом Арсением и его послушником Исаией, старец Гавриил, известный всем, старец Паисий из Аверкайон, и добавятся другие имена. Наши цели — сохранить свободу. Скажете, и сейчас мы не совсем свободны, но то, что нам готовят, эта цифровая тюрьма, будет гораздо страшнее. В декларации, прошу прочитать, мы говорим, нужно просвещать людей. Многие не информированы и недооценивают риск цифровой диктатуры, тоталитаризма. В рамках нашей инициативы мы собираем подписи, и их должно быть очень много. Посмотрите на Великобританию. Премьер-министр пытался ввести электронное удостоверение, без которого ничего бы нельзя было сделать. Англичане за месяц собрали 2 миллиона 700 тысяч подписей и показали пример. Мы тоже хотим собрать множество подписей, это будет инструмент давления. Мы придем к министру и скажем: «Господин министр, нас десятки, сотни тысяч. Мы, возражающие по убеждениям, требуем обеспечить нам альтернативный способ идентификации и обслуживания, как раньше. Кто хочет, пусть оформляет электронные удостоверения и персональные номера. Мы не можем им запретить. Но мы считаем это плохим и опасным и не будем принимать. Обеспечьте нам другой путь. Мы, возражающие по совести». Как другие группы, например, свидетели Иеговы, получают от государства особые условия, того же просим и мы. Мы не маргиналы, мы самое сердце греческого народа. Как подписать? На сайте Exodus.gr можно подписать электронно через платформу. Внимание! Ничего платить не нужно. Если где-то требует оплату, это мошенничество. Те, кто не может использовать интернет, могут распечатать форму с сайта, заполнить, удостоверить подпись в КЕП, предъявив удостоверение личности или другой документ и отправить по адресу, указанному внизу. Почтовый ящик Коломаки, Алимас. Наша цель — информирование, сбор подписей и давление ради альтернативного способа идентификации. Очень важно подчеркнуть, наша инициатива объединительная, надпартийная. Мы не хотим раскалывать греков. Призываем всех молодых и пожилых клириков и мирян, монахов, левых, правых, центристов, вне ярлыков и разделений, встать вместе на защиту нашей свободы, которой угрожают. Слышал, что в последние дни распространилась новость о 2-летней отсрочке. Отсрочка дана не по персональному номеру, а по сроку действия старых голубых удостоверений с латиницей. Они действуют до сентября 2027 года. Это важно и косвенно связано с нашей борьбой. Ведь по персональному номеру отсрочки не объявлено, крайний срок 5 ноября. Может быть, продлят, но пока нет. Косвенно же, раз старые удостоверения действуют до сентября 2027 года, человек может обслуживаться по помощи АМК, АФМ и старой карты. Можно оформлять загранпаспорт, срок действия 10 лет. А при актуализации данных в банках можно сказать: «Отныне идентифицируйте меня по загранпаспорту, а не по удостоверению личности». Получайте информацию на Exodus.gr. Дорогие друзья, мы должны сделать человеческое, то, что велит совесть, православное, христианское, греческое. Оставаться в согласии с нашей историей и традицией, с борьбой за свободу и подлинную демократию. Остальное в руках Божьих. Мы сделаем свое, а Бог — свое. И помните, окончательная победа всегда принадлежит Христу. Если будет возможность, расскажем больше. Большое спасибище и вам, и нашему другу Таносу за возможность сообщить об этом очень важном вопросе.